Natural de dónde eres? Es icónico eso, por ejemplo. Ya. Natural del sitio. Сходит купля-продажа мотоцикла. Прямо где-то в какой-то деревне на улице. Какой-то дедушка печатает. В общем, так дешевле, чем этот мотоцикл. На нем ехать часа 4. Наверное, на 2 дня разделю. Уже вечер. De 0,21. Блин, вот я, конечно, неподготовленным получился. Выехал утром, солнце вышло, вроде бы, думаю, тепло, но руки отмерзают. Ух, еще ехать минут 20, и перчатки тут заросли нигде не продают, только на Радужной горе. Вот так вот, видите, тут засыпается. А вон туристы уже сзади подъезжают. В общем, что, сейчас чуть с солнышком согреваем руки и в путь. Надеюсь, мод не подвезет, так как новый, я его не знаю еще. А тут местные зубы чистят. Ну, классно они тут живут, тут спокойно, не шумит электромагнетика. Настоящая горная речка, на высоте почти 4000, снимать не получается. В общем, дорога вот такая. Остановился. Интересный момент. Тут поливают, но вода сразу же замерзает и превращается в лед. Вот там видно более наглядно. Такое не всегда встретишь, чтобы поливали на такой высоте. Кого-то бабушки вот так они ходят, и нитки делают из пряжи у них там. Чтобы просто так не ходить, вот, нитки делают. Мы поднимемся вот сюда. Посмотрим, прям вода, она прямо замерзает, прямо в воздухе. Тут дальше не пойду, потому что у меня ботинок нету. Туристы всем ходом едут. На самом деле непонятно, куда забрался. В общем, ищу ребят, которые мне сказали, что тут где-то ходят по канату. Минус еще чуть-чуть выше и посмотрим, что там дальше. Уже стало теплее. Туристический маршрут. Вот эта дорога ведет на Радужные горы. Я уже был там. Не знаю, сегодня поеду туда. Охота мне. Туда особо ботинок нету. Там высота уже 5000. О, прикольно. Нашел тут шлем. Шлем нашел. Так, вот тут какое-то место. Какие-то скульптуры из камней. Тут, наверное, еще 5 солей возьмут сейчас. Ну ладно, $1. За то, чтобы посмотреть. Вот эти, ладно, у них они тут бедные. Денег надо зарабатывать. Да, это уже новые скульптуры поставили. А, это они новые вылепили из цемента. Они просто слепили. Пума. И, конечно, так себе. Может, не доделали еще? А вот это прикольно. Это у них как-то вода оттуда льется. Даже не понял, откуда вода берется. Типа они тут кувшин, наверное, какой-то такой фонтан, что ли? Непонятно. Вода питьевая. О, даже снежок еще. Снежок видно еще. Конечно, да, наверное, еще не доделали. Должно быть все намного круче выглядеть. Конечно, не такого уровня, как в Индии скульптура. Но горы замечательные. Эх. Пещерка. Пещерка, ну да, я тут не хотел бы ночевать, на самом деле. Слишком холодно ночью, уже больше 4000 высота. Интересно, да, тут в каждом месте можно залипнуть.
Я поднялся чуть выше. Тут открывается вид на речку. И практически горы со всех сторон. Там красивая долина такая. И вот это белое, это то, что поливайки стоят и замерзает вода. Когда они поливают, вот эти белые пятна. Так смотрится. А вот настоящая горная речка. 4000. Вода леденющая, купаться не буду. Но вот эта долина очень классно выглядит. А вот туда, где машина едет, там в конце, за вот этими горами, там уже Радужные горы начинаются, как их называют. Колорадо. Вот сюда можешь даже на машинке на маленькой доехать. Уже везде тут дороги сделали в Перу. Тут уже практически 4×4 в горах не нужно. В джунглях, да, и все еще нужно. Но в горах уже все дороги сделали для маршруток практически. Все туристическое, супер. А вот туда, если куда-то наверх поехать, то там Красная долина, 12 километров ехать. Но это медленно, 12 километров по 3 километра в час. Или по 5, в общем, достаточно времени. Дорога не позволяет снимать на ходу без отсутствия специальной камеры, которую я, возможно, скоро приобрету. В общем, останавливаться и смотреть на горную речку где-то внизу. Дорога тут, конечно, ужасная. Сплошная пыль. Если машин нету пыли. В общем, я решил приблизиться к Радужным горам. Да, еще 15 километров ехать. 15 километров по ущелью и потом, в общем, посмотрим, что там дальше будет. Я понял. Мотоцикл удобен лучше, чем машина, в том случае, что дорога узкая. Тут бы я не смог остановиться на машине. А на мотоцикле можно в любом месте остановиться. И даже кусочек. Песочек такой каменный, из камней, такие красные. В общем, разные породы. Горная речка достаточно быстрая по течению. Вода, наверное, холоднющая. Нормально. Для кемпинга тут супер места, если найти супер палатку, которая можно зимой жить, то, пожалуйста, можно останавливаться и устраивать ночлег где угодно, хоть прям вот тут. Ни дождей нету. Деревья тут тоже классные. Такие горные. Наверное, единственное, что тут выживает. Помимо эвкалиптов, но это уже их засадили. Это уже не nature, не native. Так, опять я остановился поздороваться с ламами. Маленькая лама. Похоже на маленькую. На детеныша. Привет. А вот это он молоко пьет. Детеныш. Да? Он испугался. Нифига, у него ноги длинные. Ну ладно, не буду я вас беспокоить. Чтоб понял. Тут это интересно, лама или алпаки, я тоже забыл, чем она отличается. Похоже на альпаку. А, это она его позвала.
В общем, остановился, увидел животное. Похоже на альпаку, но не альпака. Наверное, может, лама. Или непонятно, кто это. Кто это вот такой? Поверни сюда. Упс. Это опасный такой. Не, на самом деле похоже на верблюда чем-то. Но не знаю, может они еще плюются. А, у тебя ушки, это вот это, наверное, лама. Точно. Вот это лама, а те были альпаки. Все. Теперь разобрались. У нее уши такие длинные. Прикольные, да. Это ты водичка и травка. Что тебе еще нужно? Упс. Ты уже шерсть содрали с нее. Так, прицепил рюкзак. Вот, взял веревку. Не знаю, неделю назад купил зачем-то веревки. Думаю, пригодится. Пригодилось. Значит, еду с остановками. Потому что так и не понял, куда еду. Но тут место называется Red Valley. Красная долина. Красная долина вот там начинается. Вот там за углом. Жаль, что не получается снимать и ехать одновременно. Но, значит, будем останавливаться и что-то смотреть. А вот тут есть развилка. Вот это еще дорога куда-то туда пошла. Вот туда наверх. И я вот не знаю, куда я в итоге приеду. Ну, в общем, где-то еду. Мне сказали, что вот эта новая дорога, ее только открыли. И она сказала, она красивее. И я вот по ней поехал. А все туристические по другой дороге. То я уже вижу там Красную гору. О, сейчас начнется Марс. Въезжаем на Марс. Вот никогда не могу мимо них проехать. Такие красивые. Вон она гора. Возможно, вот эти горы есть радужные горы, которые нужно на гору подняться, чтобы их увидеть. Несколько лет назад, когда я проводил тут тур, ходили вот на ту же гору, только с другой стороны, походу. В общем, и тогда идти нужно было. Представляете, как цивилизация продвигается. 3 часа до радужной горы, а сейчас в основном все на машине, а потом только час подниматься, уже облегчили. Там уже даже супер старички поднимаются. Конечно, высота там 5000 метров. Вот, там уже воздуха действительно не хватает. Или сложный момент, хочется ехать и все снимать, но вот такие дороги, это еще нормально, иногда еще больше камней. Тем более байк не автоматический, должен сцепление иногда. В общем, я еще пока что не эксперт. Так на байке, где-нибудь по асфальту можно, конечно. Я просто вчера поехал за мотоциклом. Я не знал, что я сюда заеду. И самое последнее, что я взял, это была веревка и изолента. Там просто одеяло в рюкзаке и шлем. Там вообще вещей нет. В общем, у меня есть изолента. Сейчас попробую телефон, может, приклеить к байку. И попробовать снять часть дороги. Не знаю, получится. Для надежности на 2 мотка изоленты. В общем, будет эффект багажника. С эффектом багажника. Эффект багажника. Привет. Кто-то выбрал себе вот такое место и живет просто вот тут. Тут 10 километров туда ничего нету, и здесь километров туда ничего нету. И, в общем, вот это у них целое стадо альпак. Кирпичи строят из этой же штуки. На самом деле, я вот тут начал подниматься, мы вот там ехал в долине. И дорога для машин закончилась. Но осталась вот такая тропинка из песка.
Ну, надеюсь, это вроде бы мощность есть в нем. Так, непонятно сколько еще. Они мне сказали 20 минут. Тут вообще похоже, как будто другая планета. Потому что такие цвета. Очень мягкие. Разнообразные цвета. С красных. Вот тут речка, когда сезон дождей. Видно, да. Так, в общем, дорога низ. Но интересная. Очень интересная дорога. Потому что нужно ехать очень медленно. Сегодня мне сказали 5 км. Ох. Я не знаю. Вверх-то нормально. Вниз вот самое сложное ехать. Вот это бы я назвал Зеленая гора. Зеленая гора, потому что она как-то отражает зеленый цвет, хотя это какой-то песок. Это минералы. Все понял, вот почему они называют цветными горами. Надеюсь, мы их скоро увидим. Радужные горы или цветные горы. В общем, это был последний участок, это чистый песок. В общем, мотоцикл такой хороший попался. И вот тут начинается на Радужные горы где-то подъем. Сейчас спросим. Там народ, тур есть на квадроциклах. Ладно, раз уж такая возможность, наверное, прогуляюсь. Мужичок говорит 20 минут подниматься на Мирадор. Тут уже 4500, я думаю. Тут уже растительность совсем хи. А тут у них тур на квадроциклах. Но это, наверное, тут он и заканчивается. Тур до сюда не едут. В общем, оттуда, откуда я ехал. Там где-то внизу. Да. Вот там люди стоят, я вижу. Много людей. Ну что, осталось 20 минут. Еще я хотел добраться до снега. И вот там я вижу чуть-чуть снежку. Прям отдельный такой мягкий мох. Очень мягкий. Так, это, конечно, ну, снежок хочется повидать. Тут уже чувствуется, ребят, высота. Отдышка. Поэтому... какое супер фрактальное растение. Такие только тут, наверное, можно найти. Тут уже в ход идут листья коки, потому что они нормализуют давление, кислород. Добрался до ледника. Самый настоящий лед, горный лед. Это уже почти самая вершина. Мне чуть-чуть осталось. Но не. На самом деле идем вот туда. Так всегда, когда у тебя мотоцикл появляется или машина, ты вроде бы думаешь, а что если вот на эту гору подняться? Что там? А за ней еще одна гора. И вот так начинаются приключения. Там я вижу группу людей, которые уже идут назад. Но я думаю, вот эту дорогу взять или вот эту. Тут устаешь, да, по песку. Тут тоже можно открыть сандбординг, но в защите. Тут люди на Радужные горы, еще им дают доску, и они катятся. Сейчас на горе, ладно, пойдем. Камни. Оп. Нужно пособирать интересные минералы, если их обтачивают, и потом делают из них украшения или что-то. Я уверен, что в ход идут тут обычные камни, но они прям вот интересно такой кубической формы отламываются. Или вот этот, я думаю, для коллекции возьму, будет как образец минералов. Вот, уже достаточно поднялись, уже хорошо. Можно наблюдать
Радужные горы, но все еще впереди. Надеюсь, она будет очень цветной, потому что последний раз, когда я здесь был, это было в сезон дождей, все горы, много чего было в снегу. В общем, не все так цветом казалось. Вон видно дорога, по которой я поднимался. Ну и повороты там. Вот они прям не просто вот так на машине едешь, закрытый серпантин, а там они просто вот такие. Там просто вот сразу же поворот начинается. В общем, умельцы доезжают на любом байке до сюда. Так, тут все приходят пофоткаться. Видео. Ага. Mírame. Вон видно ледник. Все, мы идем на ледник. Бабушка хранится. Хранится горы. Ух. Вон туда надо идти, чтобы увидеть Радужные горы. Вон там 5000. Надо спик. Буэнос. А тут охранники стоят. Они билеты проверяют. I love you. Yo estaba aquí 2017. Ah, ya. 2017. Ah, ya. ¿Usted es de aquí? Sí. A mí algo parecido. Sí. Уже жарко, уже часов 11. Вот туда идут все смотреть на Радужные горы. И я тоже пойду. Ну что делать? Раз уж там такая толпа, то можно исходить. Что уже тут рукой подать. Вот, глядите, вот подаю рукой, и вот там. Уже все, до туда пришел. 10 до туда, 5 минут до туда. И последнее, это медленно, потому что я помню, там тяжело идти. Воздуха уже не хватает. И такое уже по веревочке идти. Видите, вот. Чуть пробежка, которую я никогда утром не делаю. Может, делал раза 3 за все время. Может, 15, не помню уже. Это внезапно. Так, если один раз пробегусь утром, и уже все на несколько лет хватает. Для меня не обязательно каждый день бегать. Так. А вот там видно еще ледник. А вот это... Не знаю, что это. Аусангаты, наверное. Как я думаю, что я был до этого с другой стороны. Там, где эти лагуны. 7 лагун, 7 озер. Вот тут уже с этой стороны уже экспедиции делают. 5 дней экспедиция идет. И вот последний день экспедиции, это вот, наверное, тот ледник, скорее всего. Уже с ледорубами, ботинками, уже там со снаряжением. Там приходится уже часть снаряжения оставлять. Веревки там остаются. Нужно каждый раз новое лучше брать. Поэтому такая стоимость большая этой экспедиции, на которой я пока не могу вписаться. Ну и, наверное, подготовка нужна. Хотя я думаю, вот мне так кажется, что я готов. Но на самом деле, кто знает, я же не был никогда в таких условиях, когда нужно просыпаться в 6 утра в холоде, считай, в минусе, и в палатке вылазить, и там дальше не представляю, ни разу в таких экспедициях не был. Надеюсь, когда-нибудь, может, дойду до этого, но так особо пока не горю желанием сильно спешить. Вот я помню, раньше, когда я приезжал на автобусике, было оттуда идти нужно было 3 часа и топать. А сейчас уже полчаса до туда сделали, час, не знаю.
Buenas tardes. Тут похоже на каких-то этих военных. Тут уже идут канаты. Тут 1000 людей каждый день сюда приходят. Там не так много было, но на вид стоит посмотреть. Llamitas, picture. Llamitas. Muchas llamitas. Pitas. Там он хочет монетку за то, чтобы с ламами сфоткаться. Ой, чё, будь здоров. Будь здоров. Салют. ¿Y qué tal? El sol. ¿No es para el sol? ¿Cómo se ven así? Ay, no, yo quiero hacer foto con usted. Porque con llamas ya me dice. Подниматься тяжело. Каждый метр все меньше воздуха. Так. Ну, с другими я уже не буду фоткаться. Это я. Чтоб чувака поддержать. Привет. В очках они, да, прикольно выглядят. Foto amigos. Я pagué a un amigo abajo. Abajo. Ajá, sí. Ya hice foto abajo. No puedo pagar cada foto. Más que no soy. И тут у них уже бизнес. Buziaczek. Побрили голову. Тут же вообще туристический. Тут можно даже что-то. Тут кроме еды, тут он печати ставит. Давайте за 5 соли он печать в паспорт. Короче, в общем, пора смотреть вон туда, идти наверх и, наверное, свалить куда-нибудь. Что слишком много туристов. Кушает. Вот смерч. Это говорят, что когда тут духи, смерчи появляются. Я уже заблудился, откуда пришел. Оттуда. Ух. Я посмотрите на эту птичку. Парит в воздухе даже такой аттракцион. Крыльями не надо махать. А янчи? Ya. Оля. А для них это вообще как не гора. Познакомился с местными артизанцами. Он тоже сказал, оттуда же приехал, там же, по той же дороге на мотике. Может, вместе поедем. Тут продают. Тут у них. Oye, un saludo acá. Estamos acá, ya no tengo chuyo hoy día. Tengo a todos. ¿Esto es para tu página? Vengan amigos, vengan a disfrutar de esta aventura. Bienvenidos sean aquí a la región del Cusco. Aquí con nuestro compañero. Eso, venga, venga. Так, люди уже спускаются, сейчас освободится это место, где можно сфоткаться с табличкой. And then in the middle.
Так, ребята уже собрали лавочку. Тут они прячут свои вещи. На горе, конечно, кто-то на гору пойдет за вещами. И тут еще вообще ничего вокруг нету. Все безопасно, кругом безопасности. ¿De dónde vive? Cusco. Cusco. ¿Con grupo? Нам пора в путь отправляться. Мама сама. А я. Anda, ven. Y hoy día vamos a ver las piedritas. На Педрито. ¿Quieres ver? Доехал до города и решил тут на руины подняться. И как всегда, это опять на гору была дорога. Тут называются руины Мачу Питу Марка. Фух, уже устал, конечно, за день. Еще не ел ничего. 11 километров квадратных руин. Наверное, я все не обойду. В общем, тут вот такие домики. Тут птички греются на солнышке. И домики. Горы вокруг. Вот тут мы зайдем. Кто-то тут что-то сжигал. Костерчик какой-то. Еще один. Вполне возможно, что тут делают какие-нибудь шаманские церемонии, но не уверен. Стадион видно. Кстати, красивый стадион. Похоже на то, что их недавно прям выложили. А что-то там старое осталось. Отреставрировали, наверное. 2006 год. Проход. Еще костерчики тут жгут. Руины, конечно, не впечатлили. Может, там нужно за гору идти, там еще что-то откроется, интересно. Ну и народу тут тоже нету, и вход бесплатный. И я, наверное, останусь здесь на ночь, потому что уже солнце садится практически. Мне еще 2 часа по трассе ехать, что не хотелось бы делать ночью, потому что перчаток нет, руки замерзают. Получается, что я завис в этих горах на несколько дней и нашел ребят, которые практикуют канат. Тут канат, если его видно, канат. И домик для ночлега вот этот. Мне, наверное, придется просить у старичков местных какое-нибудь одеяло, чтобы укрыться ночью, потому что высота здесь 4260 метров. Отдыхают в домике. Привет, горная собака. Так выглядит местный быт, укрытие. Горное укрытие. Так, тут мы имеем стол, газовый баллон, рюкзаки, и вот тут уже кровать. Выходишь из домика, и вот такой вид. Вот какая же тут высота. Ну, я думаю, метров, может, 30. Не очень высоко, и в длину метров 70. Лицо обгорело. Купил сегодня кепку. Поднялся наверх, и отсюда уже кажется высоко. Так. Вот так кажется. Точно высоко.
Боишься ли ты высоты? Уже полез. Нужно вначале надеть страховку, прицепиться к веревке, потом нужно на нее сесть, потом встать и идти. Но дальше еще есть трюки. На самом деле чуть страшно, кажется, я вот не знаю. Попробовать. Чем выше поднимаешься, тем круче вид становится. Можно еще вот туда залезть. Там уже, наверное, 4500 будет или выше. И вообще супер видно. А тут есть тропа. Можно попробовать. Вот этот камень похож на какого-то персонажа. Издали смотреть. Чем выше в горах, тем народ на самом деле дружелюбнее. Скоро думаю поехать навестить столицу Боливии. Называется Ла-Пас. В переводе с испанского мир. Мир в сердце. Но на самом деле La Paz está en Bolivia. No, también tiene que estar en tu corazón. Так, я думаю, вот эта техника, если научиться ходить по длинному канату, это даст больше устойчивости при хождении по горам. Такой будет соблюдаться баланс. В общем, я залез до середины веревки и посидел на ней. Присел, но силы быстро закончились. Повисел чуть-чуть и еле добрался до конца, наверное. Оттуда
Очень руки сильно встают. Осталось 1 минута для съемок. Хотел вам показать, как спят альпаки. Они вот так просто ложатся и спят. Ох, не хочу их будить. Я чуть-чуть разбудил, шнурки встали. Мы покушали. Я остаюсь на ночь в доме у дедушки. Посмотрите, какой, блин, дом. Даже есть наскальная живопись. Тут стол. Мы сейчас поставим. Ага. Estos. Sí, bonito. Bonito acá. La casita también. Ah, eso, saca. Синит, вот sacar. Вот тут это мельница, муку делают. Это Aquí ves, a tu hermano, a tu одеяло, кровать. Sí. Живопись. Acá también hay. Ah, está Para que bonito. sacas. Y el techo se aguanta la lluvia. Sí, aguanta, la ¿Sí? paja es. Ага. Aguanta la lluvia. Pura paja. Pura paja. Двери. Такая маленькая дверка. Так и живем. Спокойной ночи.